Еще совсем недавно такие слова, как криптовалюта, биткоин, электронные деньги были из разряда чего-то непонятного и скорее фантастичного, чем обыденного. Но сегодня это реальность, и многие пользуются криптовыми сервисами. Так выглядит карта мира с отмеченными на ней криптоматами, то есть банкоматами, обменивающими бумажную валюту на электронные деньги и наоборот. Согласно сайта CoinATM Radar, в мире установлено 38 113 криптоматов в 80 странах, в том числе в Штатах, Мексике, Чехии, Турции, Германии, Швейцарии, Аргентине, Грузии и так далее. А это карта Мехико. В центре видим порядка 10 биткоин ATM. У нас есть немного свободного времени и надеемся успеть посетить пару заведений с криптоматами в непосредственной близости от парка Чупальтепек. Кстати, парк этот место историческое и загадочное. Сами жители столицы называют его лесом. О нем будет один из следующих роликов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Вот бар Bitcoin Embassy, но он работает с 2 дня, сейчас 12:30, поэтому если будет время, забегу на обратном пути. Сейчас пойду и посмотрю другие банкоматы здесь. Если нужна помощь с банкоматом, сканируйте код HELP. Откроется диалог в WhatsApp, там ответить на вопросы. В этом криптомате только 2 монеты можно купить или наоборот обналичить, а именно сам биткоин BTC и электронный доллар USDT. Курс на экране, позже сравню с биржевым ради интереса. Бла-бла-бла. Так, это информация о каком-то розыгрыше призов, типа используя наши банкоматы, вы можете стать победителем. Ну, мне не светит, я транзакции проводить не буду, так что продолжаем. Здесь стандартное предупреждение: использовать только свои кошельки. Внимательно проверять, куда отправляешь деньги. Все операции с криптовалютой не имеют обратного пути. Подтвержденную транзакцию нельзя отменить или аннулировать, это все стандартно, так же как и в приложениях криптобирж и криптокошельков. Понятно, жмем ОК. Справа вверху выбираем валюту, песо или доллары. У нас стоит песо. И внизу сумму. Меноске меньше чем 18 тысяч и Мазде от 18 тысяч и больше. В камеру нужно отсканировать QR-код своего электронного кошелька с приложения в телефоне. Но я не планирую покупать крипту, так что сканирую себя. Надеюсь, машина распознает мое лицо как кошелек и выдаст денежку. Hola, hermanos. Эх, не получилось. Печаль. Жму кнопку, у меня нет кошелька. Так как я нажал кнопку, что у меня нет кошелька, машина предлагает мне установить его. И дает на выбор 2 ссылки. Голубая рамка для Android, зеленая рамка для iPhone. По QR-коду проверил андроидную ссылку. Это кошелек Exodus. Хотя и любой другой тоже подойдет, например, Paxful.
Собственно, дальше нечего показывать. За мной уже образовалась очередь в количестве одной женщины. Пропускаю к банкомату и после попрошу ее рассказать подробности в интервью. Надеюсь, согласится. Buenas tardes. Mira, para que puedas utilizar un cajero de bitcoins, necesitas tener una billetera. Te voy a mostrar cuál es. Es una billetera así. Claro. ¿Y qué aplicación usted usa? La aplicación que yo alguna vez me registré fue Paxful. Ahorita te la muestro. Y ellos cuando tú te registras te dan una billetera como la que te acabo de mostrar. Y ya con esa billetera tú puedes recibir dinero o enviar enviar dinero en el cajero de Bitcoin y sigues los pasos que son muy sencillos. Te dicen cuánto vas a enviar, si es menos de una cantidad o más, y tú ya nada más muestras tu billetera ahí en el cajero y ya empiezas a recibir el dinero o puedes sacar el dinero con esa billetera. Es muy sencillo de usar. Sí, muchísimas gracias. Sí, buen día. Igual. Как видите, Криптомат – это тот же банкомат, но вместо пластиковой карты здесь электронный кошелек. Еще раз вернемся к карте мира с криптой. Существуют разные виды криптоматов. Одни предназначены только для снятия наличных, другие, наоборот, для покупки электронных монет за бумажки, третьи поддерживают обе функции. Также могут быть различия между набором монет – биткоин, лайткоин, эфириум и другие, как видно в таблице слева. Кстати, мы обещали сравнить курс в криптомате и на бирже. В ATM электронный доллар к мексиканскому песо был 1 к 20. Получается, что обналичить USDT выгоднее именно в банкомате. А на бирже через сервис депозита P2P курс 1 к 18 или 1 к 19. То есть здесь выгоднее купить электронные деньги. Вторая тема ролика – это перевод денег из одной страны в другую с помощью крипты. Мы покажем порядок действий на примере биржи Huobi, но на Binance или любых других биржах будет все то же самое. Итак, шаг номер 1. Создаем аккаунт. Ссылки для регистрации будут в описании и для Huobi, и для Binance. Можно сразу установить приложение этих бирж на телефон или же на компьютере открыть сайт. Действия стандартные, как при создании личного кабинета на абсолютно любом сайте, не имеющем отношения к крипте. Выбираем русский язык и заполняем поля. Не буду на этом подробно останавливаться. После регистрации необходимо пройти верификацию, типа подтверждения личности. Для этого лучше всего подойдет загранпаспорт. Теперь, когда ваш личный кабинет верифицирован, проведем две транзакции. Переведем рубли с российской карты в электронный доллар, а потом электронный доллар в песо мексиканской карты. На биржевом сайте это вкладка «Купить криптовалюту», подраздел P2P. В приложении будет депозит P2P. P2P, простыми словами, это сделка между двумя людьми. Проставляем нужные нам параметры. Купить криптодоллары USDT за рубли. В способе оплаты отмечаем банк, на счету которого у вас деньги, и видим список предложений обмена. Находим подходящий вариант, нужную сумму и курс. Жмем зеленую кнопку справа от предложения. Заполняем ордер. Переводим на указанный счет рубли, проверив имя получателя. И завершаем сделку кнопкой «Я оплатил». Сайт или приложение покажут сообщение о поступлении на ваш аккаунт электронных долларов. Точно такие же действия, но переключившись с «купить» на «продать»,
совершаем для перевода электронных долларов в песо на мексиканскую карту. Как открыть счет в мексиканском банке и получить пластиковую карту, расскажем в одном из следующих роликов. Следите за анонсами.